Британцы жестко проехались по Трампу, Америка замораживает войну, а Китай нарушил слово, данное президенту. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В РФ заявляют о возобновлении ударов по украинской энергетике, а в США уверены, что смогут остановить войну в ближайшее время. Почему? Спецслужбы в панике. Что заставило правоохранителей в срочном порядке закрыть небо над частью города, чтобы спасти верховного правителя? Трампа поставили на место. Американский посол раскрыл детали личного разговора с президентом и подставил республиканца. О чем речь? 100 миллионов узбеков заселит Россию. Китай поставляет оружие одной из сторон конфликта, а РФ открывает новый фронт. Обзор важных событий. Друзья, всем доброе утро! Буду рада вашей поддержке, лайкам, репостам и подписке. Вы сами знаете, как для нас это важно. Оставляйте свои комментарии и спасибо за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начинаю. Дипломатический прорыв. За последние 24 часа произошло событие, которое придало Соединенным Штатам оптимизма в вопросе окончательного завершения войны между Россией и Украиной. По крайней мере, такие выводы можно сделать после встречи вице-президента США Джей Ди Венса с премьер-министром Италии уже на ее территории, в Риме. Я хочу проинформировать премьер-министра о некоторых переговорах между Россией и Украиной. Даже за последние 24 часа мы думаем, что у нас есть несколько интересных вещей, о которых можно сообщить. Что произошло, неизвестно, однако его комментарии появились всего через несколько часов после заявления Рубио, что президент Дональд Трамп откажется от участия в переговорах и всяческих попыток заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, если не будет четких признаков того, что это возможно сделать. На ультиматум Рубио отреагировали в Кремле. У Путина заявили об определенном прогрессе и наработках по урегулированию войны. Москва продолжает уверять, что очень хочет мира, однако всегда находит новое «но». Мы считаем, что определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем временным мораторием, которого придерживалась Россия. Мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Российская Федерация придерживалась этого моратория. Чего не скажешь об Украине. Поэтому определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений. В России подчеркивают, что срок так называемого перемирия истек. Напомню, что 18 марта Кремль сообщил о приказе Путина прекратить удары по энергетическим объектам Украины на срок в 30 дней. Власти Украины настаивают, что российская сторона выворачивает факты и откровенно врет о дате соглашения. Не зная, с какого момента заявления Пескова что-то для кого-то значат. Мы считаем началом договоренности с американской стороной 25 марта, когда Белый дом опубликовал соответствующее заявление. Война больше не интересует, Украина больше не приоритет. О таких откровениях Трампа рассказал новый посол США в Японии Джордж Гласс. После прибытия в Токио он заявил, что теперь главным приоритетом американского президента является сделка по тарифам с Японией, о чем Дональд Трамп якобы сказал ему лично. Президент Трамп решил, что будет участвовать в этом, и теперь назвал это своей главной задачей. Поэтому мне есть большая уверенность в том, что мы чего-то добьемся. Логичный вывод о интересах американского президента сделали в Европарламенте. С самого начала кажется, что Трамп не заинтересован в Украине, и она его никогда не интересовала ни жизнь украинцев, ни поддержание международного порядка. И как бы ни старались евродепутаты поставить республиканца на место, британское издание The Economist делает это намного жестче. В материале, который вышел еще до переговоров в Париже, предполагают, что у Трампа имеется иммунитет к позору, ведь он добровольно становится марионеткой Путина. Тем временем Bloomberg косвенно подтверждает формулировки британцев и раскрывает детали переговоров в Париже, а именно, как звучит предложение мирного плана от США. Предложение фактически заморозит войну, а украинские территории, которые сейчас оккупированы Россией, останутся под контролем Москвы. Стремление Киева вступить в НАТО также будут сняты с повестки дня. Китай вмешался. Ссылаясь на данные спецслужб и разведки, Владимир Зеленский обвинил Пекин в тайных поставках оружия в Россию и заявил, что китайский лидер нарушил слово. І була у мене розмова з китайським лідером під час цієї війни, і я ставив пряме запитання щодо зброї. Він мені дав слово, що зброю продавати і відправляти в Росію не буде. Але, на жаль, ми бачимо зараз іншу інформацію. В будь-якому випадку у нас вже є факти про цю роботу Китаю і Росії на посилення їх
обороноздатності. Киев пообещал предоставить более подробную информацию о сотрудничестве на следующей неделе. В Пекине сразу же отреагировали на заявление Зеленского и всячески отрицают подобные обвинения. Министерство иностранных дел страны назвало слова президента Украины беспочвенными и заявило, что КНР никогда не поставляла летальное оружие ни одной из сторон во время этой войны. Китайская сторона никогда не предоставляла летальное оружие ни одной из сторон в конфликте и строго контролирует предметы двойного назначения. Украинская сторона совершенно четко осознает это и публично заявляла, что большинство компонентов оружия, импортируемых Россией, поступают из США и других западных стран. Китай решительно выступает против беспочвенных обвинений и политических манипуляций. Ранее в КНР заявляли, что не отправляли своих военных на фронт в составе оккупационной армии РФ. Однако на страницах издания The Hill политический обозреватель Гордон Чанг утверждает обратное. А именно, что Пекин отправляет своих солдат в Украину, чтобы лучше понять реалии современной войны, готовя собственное вторжение на Тайвань. Он ссылается на последнее сообщение украинских властей о том, что в составе российской армии воюют сотни граждан Китая. Крайне маловероятно, что этим солдатам разрешили бы отправиться на фронт без полного согласия китайского лидера. Если армия Китая сможет понять и расширить уроки украинского поля битвы, она сможет значительно увеличить свои шансы на быструю победу в блицкриге на Тайване. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Паника в спецслужбах. Над поместьем Сандрингем, где живет король Великобритании Чарльз III, был введен новый запрет полетов. Это произошло после того, как накануне визита президента Владимира Зеленского там появились таинственные беспилотники, пишет издание The Sun. Несколько дронов были зафиксированы в небе над поместьем всего лишь за несколько часов до прибытия украинского лидера. Одними из БПЛА управлял мужчина в припаркованном автомобиле. Источники издания утверждают, что это, цитирую, напугало службы безопасности. Оператора выследили и поговорили с ним. Еще одним дроном управлял фотограф, однако происхождение остальных беспилотников так и осталось неизвестным. Ядерное оружие приближается к границе с Украиной. Президент Польши открыто заявил о готовности принять и разместить не только американские, но и французские ядерные заряды на своей территории. О таких намерениях сообщил Анджей Дуда в интервью Bloomberg. Я считаю, что мы можем принять оба варианта. Эти идеи не противоречат друг другу. Речь идет о размещении французских ядерных боеголовок в рамках расширения так называемого ядерного зонта Франции для защиты союзников ЕС от потенциальной агрессии России. Сейчас у Франции около 300 ядерных зарядов. Это единственная страна ЕС с таким арсеналом. Опасения Европы усилились после того, как США при Дональде Трампе начали демонстрировать, что могут больше не гарантировать безопасность союзникам по НАТО. На этом фоне французский арсенал рассматривается как запасной ядерный щит. Россия готовится к космической войне. Такое заявление сделала директор по космической безопасности в Secure World Foundation Виктория Сэмпсон. Москва уже бьет по терминалам Starlink в Украине и параллельно тестирует новую ракету, способную уничтожать спутники США. Россия действительно способна поставить ядерную боеголовку на свою противоспутниковую ракету, и я сомневаюсь, что они пойдут на это без полномасштабной войны. В 2024 году США раскрыли секретный российский проект по созданию ядерных спутников-охотников. Несмотря на это, Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе. Об этом говорил советник бывшего президента США Байдена Джейк Салливан. Если бы у России не было таких планов, она бы не заблокировала резолюцию. Таким образом, Россия не только участвует в войне на Земле, но и готовится к военным действиям на орбите с угрозами, кибератаками и возможным ядерным шантажом в космосе. Граждане Узбекистана готовятся к демографическому штурму. Мы станем третьим народом России. С таким заявлением выступил бывший руководитель узбекской диаспоры в РФ Бахром Исмаилов. Сейчас нас ничто не останавливает, чтобы проводить экспансию в мир. Я вообще сторонник 100-миллионного Узбекистана. То есть, чтобы не в самом Узбекистане было 100 миллионов, а чтобы по миру жило 100 миллионов узбеков. То есть, это мы должны создать огромную в Канаде, значит, диаспору, в Штатах, в Европе, в России. В России мы со временем должны стать третьим народом. Просто чисто демографически у узбеков очень большой демографический потенциал.
Исмаилов считает, что узбеки в скором времени займут 3-е место по численности среди народов России, а опустевшие российские территории, особенно за Уралом, начнут массово заполняться выходцами из Центральной Азии. Россия давно сталкивается с демографическим кризисом. Вымирание, отток молодежи, старение населения. На этом фоне миграционная политика становится все более агрессивной. И такие заявления, как у Исмаилова, уже не выглядят фантастикой. Подписчики из Узбекистана, а как вы относитесь к заявлениям чиновника? На этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными событиями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за ваше доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.